Прошлый аниме-сезон вышел отличным, Звездное дитя про Айдола, спор о котором не утихает до сих пор, Адский рай про беловолосого Dead Inside и многое другое. Аниме-сезон вышел по-настоящему насыщенным, и за всем этим многие пропустили такой прекрасный тайтл, как Великая Небесная Стена. Но что это за стена такая? Казалось бы, совершенно обычный день в мирной школе. Дети бегают вокруг и играют между собой, но что-то это место кажется каким-то странным. Вместо синего неба над головой у них крыша, а вместо учителей роботы. Эту девочку зовут Токио, ее тест отличается от всех остальных. Это что-то наподобие обещанного Неверленда? Купились? Да, детка, это аниме про апокалипсис. Я обожаю всевозможные тайтлы на эту тему, поэтому никак не мог пройти стороной иллюзию рая. И досмотрев до конца, я с уверенностью могу сказать, что это лучший тайтл сезона. Но что его отличает от других тайтлов? За что его можно так хвалить? А хвалить есть за что. В этом аниме есть буквально все. Интересный мир, проработанные персонажи, крутая история и даже что-то большее. Но давайте по порядку, и начнем мы с мира. Оказавшись снаружи, ты видишь, каким по-настоящему красивым может быть разрушенный мир. Улицы, по которым раньше гуляли сотни людей, теперь пустеют, а вместо жителей только заросли и руины. Или не совсем. Мир этого аниме это не какой-то зомби-апокалипсис, а что-то новое, то чего мы еще не видели. Мало того, что выжившие то и дело пытаются обмануть или убить друг друга, но еще и таинственные монстры населяют этот мир. Каждый из них со своей способностью, кто-то пользуется магией льда, у кого-то много рук, а кто-то вообще тебе мозги может поджарить. Одним словом, неизвестность. Это та самая вещь, которая отличает этот мир, например, от похожей на первый взгляд магической битвы, где каждому монстру присвоен свой ранг, а даже неизвестный особый ранг имеет свои законы. У него есть простые скиллы, у него есть расширение территории, и он никак не может выйти за эти рамки. А в иллюзии рая мир лишь пару лет назад превратился в это, поэтому люди еще не успели изучить его полностью. В этом мире все построено на законах, но, как и в реальности, тебе придется постепенно изучать их, а некоторые ты, может быть, не познаешь никогда. Потому что люди здесь не всесильные, как в магической битве, побеждает не сильнейший, а тот, кто умеет быстро адаптироваться. Ты заходишь за соседний угол, и там может ждать тебя кто угодно. Бандит со своей бандой, или может простой фермер, странный ребенок, а может это будет монстр с совершенно случайной способностью. И все, что тебе остается делать, это думать. Находить каждой ситуации и противнику индивидуальный подход. В такой трудной ситуации даже просто добраться с одной точки в другую или переплыть реку — это целое приключение. Герои просто идут по городу и ничего не делают, а мне все равно интересно за ними наблюдать. Я уверен, так будет и с вами. В общем, мир здесь супер интересный, у него есть своя история, у него есть свои правила, и это, наверное, один из лучших миров аниме в принципе. Такого мы не видели ни в Адском рае, ни в Звездном дитя и даже в магической битве. Но мир не единственная вещь, которая делает иллюзию рая такой крутой. Следующий на очереди у нас персонажи. Мару 15-летний парень, который путешествует по миру, чтобы найти загадочный рай, где находится человек с таким же лицом, как у него. И чтобы добраться туда, он нашел телохранителя Кируко, девушку лет 18, которая поможет ему с этим. У нее отличный ум, она хороша в стратегии, обладает отличной проницательностью и рассудительностью даже в неизвестных ситуациях. Но у нее также есть немного неуклюжая сторона, хотя у нее женское тело, ей присадили мозг младшего брата, и она сама стала путешественником, чтобы найти врача, проводившего операцию. Кируко, наверное, мой любимый персонаж, потому что за ней по-настоящему интересно наблюдать. Это сломанная и одинокая личность с детской травмой, так при этом еще и получила тело своей сестры. С ней поднимается столько интересных вопросов. Кто она теперь? Растворится ли ее настоящая личность мальчика? Как ей дальше жить в этом мире без близких? Такие же интересные второстепенные персонажи. У каждого свой характер, свое прошлое, и каждый по-разному адаптировался к миру апокалипсиса. Из этого, кстати, бывают очень смешные ситуации. Вот представьте, вы подходите к человеку в этом мире и спрашиваете, где находится рай. Для кого-то это таинственное место, где все осталось нетронутым, для кого-то это город, где вода и еда в достатке, а для кого-то это помидоровый рай, который находится в паре кварталов отсюда. Каждый человек по-разному воспринимает этот вопрос и по-разному отвечает на него. Но давайте вернемся к нашим героям. Постепенно нам раскрывают персонажей, но того, каким образом, я уверен, вы не видели нигде. Герои напрямую не рассказывают все свои мысли, как в большинстве аниме или фильмов. Ты можешь видеть их мысли сквозь их действия. Звучит сложно, но давайте я приведу пример. В самом начале первой серии, как только нас знакомят с персонажами, у нас возникает небольшая стычка с бандитами. Помимо драки с крутой постановкой, нам показали кое-что более интересное. Главная героиня почему-то залазит на забор и стреляет из своей лазерной пушки сверху. Но зачем она это сделала? Если вдруг она промажет, у нее будет время убежать.
Но дальше еще интереснее. Главная героиня угрожает бандитам пушкой, но через время оказывается, что она на самом деле была не заряжена. И что вы думаете? Если внимательно смотреть, можно заметить, что в ее пушке нету батареи, и с самого начала знать, что все это было блефом. Во время стрессовой ситуации у тебя нет возможности обговорить ее с товарищем, поэтому мысли героя мы можем видеть сквозь их действия. И вот, возвращаясь к Кируко, даже на ее сложные личностные вопросы нам отвечают действиями, а не банальными словами. Самое главное, что она делает и для кого, а потом уже что она говорит. Это необычное раскрытие персонажей, это не единственная вещь, которая делает этих героев такими живыми. Это на самом деле относится не только к персонажам, но и ко всему аниме в целом. В общем, эмоции. Это именно та вещь, которая больше всего нас привлекает в людях. И это именно то, ради чего мы вообще смотрим аниме. Поэтому, чтобы показать, насколько персонажи живые, давайте обратимся к самому сильному, по моему мнению, моменту в аниме. Будут спойлеры, поэтому будьте осторожны. Наши герои услышали слухи о злом докторе, который проводит эксперименты над людьми, и отправились на его поиски. А вдруг это тот самый доктор, который пересадил мозг Кируко? Как только нам рассказали про этого доктора, после того как назвали его плохим парнем, у тебя четко в голове сложился образ какого-нибудь злого гения. Но как только мы его встречаем, все становится не так однозначно. Его апатичное поведение, опрятный и чистый образ и загадочная девушка, которая оживляет машины, вместе рисуют очень интересную картину таинственного доктора. Но на самом деле доктор Усами просто врач. Он не заставляет людей получать механические протезы и не использует их в своих экспериментах. По сути, он даже не проводит вообще никаких экспериментов. Единственная сомнительная вещь, которую он делает, это поддерживать жизнь полумертвой девушки, используя целую кучу машин. Наши герои помогли ей остаться человеком до самого конца, но Усами не смог в одиночестве остаться в этом жестоком мире. Момент смерти доктора Усами был таким сильным и чувственным, что у меня, честно говоря, даже слезы пошли. Видеть такого сильного человека, который в итоге услышал слова, которые он ждал всю жизнь, и просто не мог продолжать жить без своей любимой, поистине захватывающе. Но эта история становится еще более трагичной, когда ты понимаешь все мелкие детали. Давайте на секунду остановимся и посмотрим внимательнее. Учитывая телосложение, цвет волос и способности, мне кажется, что доктором Усами был Широ, а девушка, которую он поддерживал в живых, была Мимихиме. Это отвечает сразу на все наши вопросы. Объясняет любовь между дуэтом и то, как он завладел значком Академии. Это объясняет обстоятельства, связанные с их отношениями. И это даже объясняет, как Усами мог создавать машины и проводить такие сложные операции. Потому что еще в школе все его способности были связаны с машинами и оборудованием. Вот только когда ты все это знаешь, этот момент кажется намного более трагичным. Еще одна вещь, которая тесно связана с эмоциями в этом моменте, это символизм. Прямо во время финальной сцены на крыльцо приземляется черная ворона, предвестник смерти, и как будто без слов рассказывает нам, что будет дальше. Потом, когда Широ спас Мимихиме и признался ей в чувствах, она отдала ему свою пуговицу, и это опять же было не просто так. В Японии считается, если ты даешь вторую пуговицу своего пиджака, вторую потому что ближе к сердцу, ты признаешься в своих чувствах. Мир мы разобрали, персонажей разобрали, эмоции тоже разобрали. Итак, последняя вещь, которая удивляет тебя и по-настоящему дополняет всю картину, это повествование. Вместо того, чтобы просто рассказывать историю, она все время скачет во времени. То мы в прошлом, то мы в настоящем, то мы опять в прошлом, и такие скачки бывают по 5 раз за серию. Эти переходы сделаны настолько бесшумно, что моментами можно запутаться, где ты сейчас находишься. Но в любом случае такая тесная связь с прошлым мне нравится. Повествование иллюзии Рай задает множество вопросов, и вы ищете ответы на них вместе с героями. Но вещь, которую я вам не упомянул, это то, что она не дает зрителям никаких ответов. Она дает все подсказки, разбрасывает крохи информации повсюду, но никогда четко не говорит ответ. Прямо как с доктором и Мимихиме. Поэтому, чтобы получить полный экспириенс, так сказать, нужно обязательно внимательно смотреть тайтл, размышлять и анализировать. Да, это нелегко, но в любом случае вы получите такой экспириенс, который могут вам дать лишь старые легендарные аниме. Если подвести какой-то итог, то могу с уверенностью сказать, что это лучшее аниме года. Просто до безобразия интересный проработанный мир без каких-либо аналогов, крутейшие персонажи с очень необычным способом раскрытия, чувственные и, самое главное, захватывающие истории. Я готов поставить зубодробительные 10 из 10 этому тайтлу, за то, что это, пожалуй, аниме, которое больше остальных двигает индустрию вперед. И двигает не какими-то странными приемами типа 3D или просто хорошей графики, а правда развивает повествование, придумывает новые для аниме приемы. Я очень надеюсь, что следующий сезон не оплошает и выйдет как можно скорее, потому что я уже не могу дождаться, когда оно ответит на все мои вопросы.
Судя по тому, как резко закончился первый, я уверен, что второй сезон ну точно выйдет. А своим обзором вас порадовал Икари. Подпишитесь на канал, если вам понравилось видео, чтобы не пропустить остальные видосы. Всем удачи и пока!